Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на январь 2024 года. Очень важный, очень знаковый месяц, во многом фундаментальный. Плюс в рамках этого периода вы закладываете фундамент на весь год. Обратите особое внимание на 11 января. Это день новолуния. Это, в принципе, первое новолуние в 2024 году. Самое время формировать цели, планы, желания, создавать плакат визуализации, карту желаний, прописывать цели или идеи в ежедневник. И это обязательно даст свои плоды, свои результаты по прошествии времени. Для тех, кому актуально и важно понимать, как грамотно составить ваш плакат визуализации, ссылку на это видео я оставлю в комментариях, а мы с вами приступим к раскладу. Итак, начнем. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и совет от карт. Так. Надеюсь, вам хорошо видно. Приступим. Общая энергия месяца – двойка чаш. Прекрасный аркан, потому что это карта любви, комфорта, взаимодействия, кооперации, сотрудничества. Для некоторых это построение новых отношений, обретение партнерства. Для кого-то это укрепление текущих связей. Плюс, помимо всего прочего, это устранение каких-то споров, недопонимание, то есть, знаете, гармония, любовь и радость в душе. Безусловно, этот аркан может у вас отыгрываться по любой из сфер жизни. Мы с вами уточним, какой именно он будет звучать в большей степени. И у нас здесь ложится паж жезлов. Аркан, который говорит о вашем любопытстве, которую будет разжигать ваше окружение, может быть, близкий человек. Опять же, влечение к кому-то, потому что, смотрите, дно колоды у вас ложится карта колесница. Это будет знаковое знакомство через интернет или же в поездке. Более того, как показывают арканы, это жажда. Жажда приключений, поездок, путешествия, то есть смены картинки. То есть вы к этому будете стремиться, и, конечно же, в союзах. Возможно, с любимым человеком или просто с близкими вам по духу людьми. Вопросы работы. По работе у вас здесь ложится десятка монет. Эта карта в первую очередь признание в коллективе, это рост вашего дохода, может быть просто индексация заработной платы, премии, надбавки, бонусы, материальная помощь или поддержка. Все зависит от того, кем вы работаете и где. Но десятка пентаклей – это прочно стоять на ногах, то есть обрести стабильность. Конечно, для каждого из вас он также будет раскрываться по-своему, этот аркан, поэтому будем смотреть. Для тех, кто сейчас не работает, как мы видим, у нас здесь ложится паж пентаклей. Паж пентаклей – это желание, стремление, во-первых, получить новый опыт, какие-либо знания, которые вы сможете монетизировать. У некоторых это может быть как работа, так и подработка, у кого-то в частном порядке на дому, будь то там репетиторство, или вы гувернантка, или вы домработница. И второй аспект – это может быть основная ваша задача, это дом, семья, дети. Ну и как следствие вы будете получать за это материальную поддержку от вашей второй половины, от ваших родственников, от ваших близких. Для тех же, кто у нас является соискателем, десятка монет и аркан дурак указывают на возможность наконец-то обретение работы, плюс это работа в какой-то крупной компании с хорошим именем, потому что десятка монет – это опыт и репутация, которую компания выстраивала годами. То есть и для вас здесь открываются прекрасные возможности трудоустройства. Если смотреть ситуацию для тех, кто является наемным сотрудником, то десятка монет и восьмерка мечей говорят здесь о ситуации, что будет индексация, не будет именно просто какая-то кардинальная надбавка, потому что восьмерка мечей это, знаете, как плановые какие-то повышения, ну, допустим, ежегодного порядка, но не те, которые, допустим, даются вам индивидуально. Но тут может быть еще такой момент. Десятка монет и восьмерка мечей часто указывают, что идет осознание или понимание, что есть зона комфорта, все стабильно, все классно, но, допустим, вы уже упираетесь в свой финансовый потолок. Можете понимать или осознавать, что уже на этой фирме вам нечего добиться. Нужно искать что-то дальше. И будете для себя решать, стоит ли вам пускаться в поиски или держаться за ту стабильность, которая у вас сейчас есть. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным делом.
Десятка монет и умеренность. Здесь все прекрасно, зона комфорта, стабильный бизнес, который работает как часы, приносит вам и удовольствие, и доход. Ну и в принципе здесь нет каких-то кардинальных перемен или серьезных потрясений. Финансовая сторона вопроса. Здесь ложится двойка мечей. И казалось бы, многие будут писать, что это ограничение, либо отток финансов. Да, траты здесь будут большие, но есть одно очень большое но. Для меня очень часто, как у меня проигрывается в практике, двойка мечей ознаменует собой деньги из двух источников дохода. Допустим, вы получаете какие-то там субсидию, дотации, там помощь от государства, и, допустим, у вас есть еще заработная плата или помощь со стороны близких. Или у вас есть основной источник дохода, работа, и, допустим, пассивный. Вы сдаете недвижимость. То есть здесь в любом случае, как показывают арканы, я вот специально тянула, жрица, то есть что-то вы будете скрывать, да, не афишировать какой-то источник, а второй у вас будет официальным. Но тем не менее, финансовая сторона вопроса у вас стабильна. Я не вижу, чтобы у вас здесь были какие-то кардинальные перемены или серьезный отток ресурсов. Даже открываю колоду, здесь ложится аркан звезда, который указывает на то, что с финансами у вас все будет в порядке. Так, смотрим вопросы здоровья. По здоровью шестерка мечей. Карта, которая указывает на благоприятное течение событий, то есть хорошее эмоциональное, ментальное, физическое самочувствие, но есть одно но. Шестерка мечей может указывать на то, что необходимо добавить больше физической активности для улучшения состояния здоровья. Ну и у некоторых действительно может отыграться и так, но это реже. Но бывают ситуации, когда вам не подходит тот либо иной климат, и вы можете для себя принимать решение о переезде ради улучшения вашего состояния здоровья. Смотрим вопросы личной жизни. Десятка жезлов. Но не все так просто, как хотелось бы. Есть ряд сложностей. Будем смотреть, какого характера. Итак, что у нас по ситуации для тех, кто является свободным? Десятка жезлов и дьявол. Наша песня хороша, начиная сначала. Сложность ситуации заключается в том, что вы найдете себе кармического партнера. У нас здесь ложится дьявол и колесо фортуны. Почему кармического? Потому что по магу вами тут будут крутить, вертеть и манипулировать. Но отношения по дьяволу, которые несут серьезный кармический урок, который нужно будет пройти, это будет сложно. То есть здесь нужно будет выстраивать свой внутренний стержень, не прогибаться, не поддаваться на манипуляции. Насколько вам это удастся, это другой момент. Но будут ли здесь знакомства и отношения? Да. Вопрос, таких ли отношений вы ждали? Потому что здесь... кто-то завладеет вашим и душой, и телом, потому что по дьяволу отношения каковы. Хорошо, смотрим ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках. Что же здесь? Десятка жезлов и шестерка монет. Идет внутреннее ощущение или непонимание того факта, почему отношения идут как игра в одни ворота. То есть вы не видите отдачи, вы не видите энергообмена. Кажется, что эти отношения нужны только вам. И вас это действительно будет в некой степени напрягать. Поэтому будет вопрос выяснения взаимоотношений и взвешивать все за и против, стоит ли вам быть в этом союзе. Потому что по колеснице вы будете понимать или осознавать, что есть какие-то иные перспективы. Кто-то может к вам проявляться. И вы будете для себя оценивать, с кем вам нужно в отношениях быть. У тех же, кто у нас в стабильных связях, десятка жезлов и аркан император. С одной стороны, все стабильно. С другой стороны, если вы встречались, сожительствовали, то над мужчиной может давлеть вопрос обязательств. Все, женись и точка. Или же наоборот, здесь девушку могут активно звать замуж, а она, допустим, не сильно к этому готова ментально. Потому что, с одной стороны, хочется и колется, и мамка не велит. Вам и хочется, допустим, этих обязательств. С другой стороны, они вас пугают. Если вы уже расписаны, уже в браке состоите, то десятка жезлов и император. Это сложно внимать всему, что говорит ваш партнер, писать под его дудку, потому что ваша волелюбная такая, своелюбная натура, она будет, так сказать, постоянно пытаться сбросить с себя... Это, знаете, как энергию всевластия. Для мужчин аналогичная ситуация. Вы хоть и понимаете, что в доме хозяин, но тем не менее вас здесь могут крепко держать за ваши фистикулы. Поэтому десятка жезлов говорит о том, что вам нужно будет подстраиваться под вашу вторую половину, а вас это не особо устраивает. Смотрим советы и рекомендации от карт. Солнце. Что здесь еще может быть в плане рекомендаций? Конечно же, по возможностям вашим и
временным и финансовым, это отдых, это отпуск, это восстановление, это путешествие, то есть насладиться, наполниться эмоционально, ментально, восстановить состояние здоровья. Это карта радости, это теплота, которую вы несете, дарите людям. То есть умение прощать, принимать какие-то ситуации, быть в чем-то благородным. Ну и в принципе Солнце это озаренный счастьем, озаренный любовью. Поэтому если вы испытываете такие чувства, дарите их, делитесь ими, и вам старица воздастся. А мы с вами посмотрим неожиданность периода. Что же у вас здесь? Так, мыши, крест, лиса. О, и здесь лилии. Смотрите, здесь идет вопрос раскрытия обмана или вскрытия каких-то факторов, о которых вы не знали. Потому что вскрытие фальши, и кого-то вы здесь будете оказывать за обман, потому что здесь, видите, как над вами будут давлеть вопросы благородства. То есть действовать по совести, по своим убеждениям. И еще такой момент. Если у вас когда-то давно была какая-то кража, может вскрыться как раз факт, кто был вором, кто этому поспособствовал. Ну и, как следствие, возмездие не заставит себя ждать с вашей стороны. Поэтому вот такой период, вот такой месяц. В любом случае, закрываем вам все в позитивном ключе. Пусть действительно период вас порадует, принесет много вам радости, счастья и зоны комфорта. Это искренне от всей души. От вас буду ждать обратной связи относительно того, как отыграется расклад, как прозвучит информация. Поэтому жду ваш энергообмен. Вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.